Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович, и это видео о том, что делает цена. Назовем этот обзор «Что делает цена?». И в этих обзорах я буду показывать свои наблюдения, то, как себя ведет цена перед какими-то движениями, то, как я смотрю на точки входа. То есть, что привлекает мое внимание. То есть, это исключительно практическая информация, в большей степени по техническому анализу и по тому, как грамотно читать график. И буду разбирать то, что работает для меня, для тех трейдеров, которые обучаются. И если вам интересно, то смотрите это видео до конца, обязательно ставьте лайк. Ну а если хотите больше информации по психологии особенно, я веду телеграм-канал открытый, и регистрируйтесь туда, читайте, особенно последние статьи. Они могут навести вас на шокирующие, я бы даже сказал, мысли, и эти мысли могут привести к тем действиям, которые радикально изменят вашу торговлю. Поэтому обязательно подключайтесь в Telegram. И сегодня мы разберем несколько инструментов, в частности S&P 500, нефть, может быть, посмотрим валютную пару и криптовалюту биткоин. Первая базовая фишка, которую я регулярно применяю, она элементарная. Я смотрю на множественные касания одной и той же зоны, множественные тесты одной и той же зоны. И чем ближе это, тем сильнее и эффективнее. Вот если мы посмотрим на S&P 500, мы увидим раз. Давайте не этот цвет. Не знаю, почему-то мне не очень нравится. Раз, два, три, четыре. И важная фишка, когда речь идет про касание уровня, я подразумеваю, что цена подошла, отскочила, потом вернулась, и между этими касаниями есть расстояние. Это важно. Итого мы имеем раз, два, три, четыре, пять тестов. 5 тестов. И теперь мы можем смело это объединить в зону. То есть взять минимум и вот так это делать. Даже повыше немножко, потому что чем свежее уровень, тем лучше. Мы возьмем вот этот минимум. Вот этот вот он, вот этот максимум и вот этот максимум. То есть чем свежее, тем лучше. И вот так объединим с зоной поддержки. Соответственно, если цена будет падать и придет сюда, это buy-зона. То есть это один из сильнейших способов торговли от уровней, когда вы берете несколько ближайших точек касания, и мы видим, как цена здесь пробила уровень, ведь это очень важная информация, потом скорректировалась, и посмотрите, как быки здесь купили, какова была реакция, как цена росла по индексу S&P 500, сколько дневных свечей, которые закрывались выше максимумов предыдущих свечей. То есть сколько зеленых баров. И вопрос, откуда приходят большие движения? Большие движения приходят от ключевых уровней, либо после пробоя, либо после коррекции, либо после теста. И в нашем случае у правого края графика, если цена придет вот сюда, вот в эту зону, то 3900 плюс-минус 3950 в этом диапазоне, то при первом сигнале это отличная возможность купить. Мы можем добавить другие аргументы, например, посмотреть на коррекцию от абсолютного минимума до вот этого максимума, все движение. И мы знаем, что рынок любит глубокие коррекции 60%. Если мы поставим горизонтальную линию на 60%, мы увидим как раз это приходит к структуре 3, округлим 3900. 3900. Таким образом, мы, используя базовые знания о лучших точках входа, зонах входа, это когда цена тестировала эту зону 2 минимум раза. Здесь мы видим 1, 2, 3, 4, 5. Первое. Второе, это свежий уровень, то есть они не где-то там далеко в истории, а вот прямо вот мы смотрим, даже не уменьшая график, дневной, часовой, 4-часовой, неважно. Мы видим зону
мы видим зону входа, да, зону, где были реакции. И, конечно, имеет значение, как цена себя вела. Когда цена доходила сюда, отскакивала. Потом мы, посмотрите, как прошили, сколько силы потребовалось рынку, чтобы продавить. Потом мы вернулись, опять среагировали. Потом вернулись, опять продались. И потом, видим, на большой бычьей свече уже пошли пробой, пробили, потом к ней вернулись. И как пушка. Посмотрите, несмотря на общий нисходящий тренд, цена среагировала. То есть мы смотрим не только на то, что это свежий уровень, то, что это 2-3 точки касания. Мы смотрим на реакции вокруг этих уровней. Поэтому ключевой момент этого первого технического элемента, о котором я рассказываю и буду рассказывать еще, это реакции от уровней. Были ли реакции, насколько они приводили к движениям. И абсолютно очевидно здесь существенные реакции. Поэтому 3900 на будущей неделе шикарная зона для поиска сигналов. Еще раз, нельзя просто взять и купить здесь. Мы должны дождаться, когда цена придет сюда. Если она придет, используем формулировку с условием. Если она придет, то первый сигнал я покупаю. В идеале этот сигнал искать на часовом 4-часовом графике, потому что на дейли это долго и не факт, да, что он там появится. Больше шансов, что вы увидите его на часах, либо 4 часах, перейти на этот таймфрейм и ждать возможности для атаки. Но еще раз, это зона между 60, да, скажем, и 55, может, процентов. Вот она зона. Коррекция, я имею в виду, от вот этого движения. Плюс точки касания. Раз, два, три. 3900. Насколько можно, мы здесь уточнили. 3900, 3950. Это одно из наиболее интересных мест для покупок. Идем дальше. Следующая фишка. Это нефть WTI. И здесь следующая история. Что я вижу? Первое, я вижу, что рынок не определен. Да? На рынке нет явного доминирующего игрока. В том смысле, что тренд не медвежий, не бычий. То мы видим резкие распродажи вниз, то потом коррекции, потом распродажи. Потом опять быки перехватывают инициативу. То 3 дня падаем, 3 дня растем. Абсолютно неопределенный рынок. На дейли графике что я здесь вижу? Я вижу слабое дно. Это вторая главная фишка моей собственной торговли. Это тот паттерн, который я использую 10 лет. Тот паттерн, который дает для меня и мне, нашим трейдерам, одни из лучших точек входа. И первая точка входа вот здесь, на первой зеленой свече после формирования слабого дна. Понятно, что это уже никому не интересно, поэтому мы двигаемся дальше. Следующая сделка по паттерну слабое дно выглядит так. Мы ждем пробоя середины этого паттерна. Вот она середина, мы ее пробили. Да, здесь буквально, наверное, считанные копейки. Close, закрытие вот этой бычьей свечи 95.63. То есть пробой имеет телом, да, закрытие выше. High вот этой свечи, которая является серединой 93.50. Да, буквально на несколько тиков, да, несколько пунктов мы пробили, закрылись выше. Когда это произошло, мы ждем коррекцию. Коррекцию в идеале 60%. Мы берем минимум, мы берем максимум того движения, да, которое пробило середину. То есть мы берем минимум паттерна, максимум, да, движения, которое пробило. Таким образом, 60% это зона buy. Вот здесь это 96, ой, вроде 96, 90 по WTI. Это первый вариант. Второй вариант, что происходит нередко, рынок незначительно откатывает. Вот мы здесь мы видим, коррекция пошла, и потом пробивает, уходит выше этой зоны. Если это происходит, то мы переходим на более младший таймфрейм, в данном случае на H4. Если мы детально посмотрим, то мы можем сказать следующее. Если рынок пробьет вот эту макушку, закроется выше, это 96, то при первых возможностях надо покупать. То есть мы берем паттерн, сильнейший паттерн технического анализа, слабое дно, и вокруг него начинаем торговать. А как мы понимаем, что нам торговать, коррекцию или пробой? Мы смотрим за закономерностями, то есть как ведет себя цена, когда появляется слабое дно. Что свойственно делать рынку? И одно из свойств
движение цены, это после пробоя корректироваться. Но здесь мы видим, мы пока не дошли до 90. Было где-то 91 с копейками. И если рынок будет расти, то при пробое это шанс купить до, смотрим налево, ближайшая структура, мы видим 101. Да, первая полка, где были реакции, структура существенная, да, зона, где здесь 3 касания, то, что мы говорили в предыдущем, когда разбирали, да, предыдущий инструмент, это S&P, мы сказали о важности 3, минимум 2, максимум неограниченного количества касаний уровня. Здесь тест, реакция, тест, реакция, тест, хвост, бум, отвалились. Определенная зона, где были существенные реакции, поэтому 101, если здесь buy это цель, да, может быть 100, даже не 101, чуть пониже, учитывая, что впереди, точнее под этим значением есть круглое, да, 100, поэтому я бы сказал 100 это разумный take profit, то есть это фишка номер 2, слабое дно, и здесь мы уже объединяем и наши точки касания, и другие знания о том, как цена себя ведет вокруг паттерна слабое дно, либо любого другого паттерна, который есть у вас. То есть ключевой вопрос, как себя ведет цена, когда отрабатывает тот или иной сигнал. То есть что свойственно делать рынку. А чтобы это понять, нужно просто наблюдать и формировать насмотренность. То есть чем больше вы будете смотреть на график, чем больше вы будете торговать разные ситуации, тем больше вы будете знать о том, какие на рынке происходят или формируются закономерности, чтобы их использовать в свою выгоду, быть выгодоприобретателем, скажем так. Идем дальше. Следующий инструмент, на который я хочу посмотреть, это евро, и это daily график. Здесь наиболее любопытно все, но в то же время и запутанно. Давайте разберем, что привлекает мой глаз. Здесь это вот этот бар, вот эта свеча. Если это свеча на максимуме, например, когда рынок взлетел, никаких сомнений нет, что это sell свеча, да, что надо продать. Но эта свеча появилась после того, как рынок сделал новый импульс вниз, пробил предыдущую структуру, и она смотрит вверх, так называемая шпага. И когда я вижу такой бар, который появляется против импульса вниз, это важно, то есть контекст очень важно, обстоятельства, в котором появился тот или иной сигнал, тот или иной паттерн. Как правило, очень часто, скажем, чаще да, чем нет, следующая свеча бычья. Как правило, следующая свеча бычья, или как минимум в течение дня пытается подходить к макушкам. Как это выглядит обычно? Сделаем поближе немножко, чтобы вам было видно. Вот у нас есть свеча. Откуда я знаю, что это может быть возможность для покупки? Я наблюдаю за графиком. Я знаю, что после новых минимумов, когда надо делать новый минимум, и появляется вот такого рода свеча, это нередко приводит к коррекции. Это наблюдение, но это не значит, что в этом конкретном случае так и произойдет. Так вот, как здесь обычно происходит? На следующий день, в нашем случае это будет понедельник, происходит следующее. Чаще всего рынок открывается и по инерции может уходить ниже, нередко обновляя минимум предыдущего дня. То есть вот этой предыдущей свечи, скажем, торгуется цена, торгуется вот в течение дня, и в итоге, по итогам дня, нередко мы видим вот такую свечу, ее хвост. Давайте сделаем ее потолще, чтобы я смог хвост нарисовать. Да? У нее хвост ниже, да? Скажем, давайте вот так, чтобы было все чисто. Открытие на уровне закрытия предыдущего, да, вот так. То есть цена торгуется, уходит хвостом ниже и в итоге под конец дня уходит выше. Так вот, как я могу использовать эту информацию? Это означает, что здесь я могу поискать сигналы на buy. Что если я здесь поищу buy сигнал, например, на часовом графике? Если у меня здесь будет сигнал на покупку на часовом, например, или на 4-часовом, это покупка. Еще раз, не сигналы, не прогнозы, не то, что будет. Я не знаю, может рынок обвалится.
Я делюсь с вами своими наблюдениями, и эти наблюдения в практическом смысле я применяю на ежедневной основе. И, возможно, это вас наведет на какие-то мысли, либо вы вокруг этого сможете создать какую-то комбинацию, сигнал или возможность для себя, чтобы торговать. Вот цель этих роликов. Ставьте лайк, если вы считаете, что умение читать график – это одно из важнейших качеств трейдера. А если вы хотите больше по психологии, почитайте статьи в Телеграме. Ссылка под видео будет. Последние свежие статьи на тему психологии, да, мы там частично затрагиваем теханализ, но все же больше по психологии. Я хотел биткоин вам дать. Биткоин дать. Всем раздам по биткоину, да. Что касается самого ближайшего сценария, который может быть любопытен, здесь мы видим вершину, да, причем с 3 касаниями. Раз, два, три. Пробой середины, то есть мы пробили середину вершины, то есть эту зону. По-моему, мы даже разбирали в одном из обзоров. И коррекция 60. Это та классика, которую мы используем по слабой вершине. Пробой середины, коррекция 60%. Но пока рынок падает, то есть эта волна, она активная. То есть рынок может спокойно падать дальше. Мы хотим увидеть коррекцию. Да, чем быстрее, тем лучше. И тогда уже поиск sell-сигнала. То есть это еще одна техника, да, когда я вижу паттерн, пробой середины, коррекция 60. Или вот здесь, например, да, если ты контртрендовый трейдер, у тебя разворотное дно, пробой середины, причем еле-еле, да, но пробили. И здесь коррекция тик в тик 60%, а даже чуть ниже. То же самое здесь пробой середины, коррекция 60%, базовый сигнал, но супер популярный среди наших трейдеров. Если мы видим слабое дно, либо разворотное дно, потом цена пробивает середину, корректируется на 60%. Это отличнейший просто вход на buy или на sell по тренду, против тренда, не так важно. Но еще раз, торгуя, например, на дневных графиках, либо 4-часовых, быть покупателем для меня сейчас это очень странно. Единственная зона, которая мне может быть интересна, это вот этот минимум самый. Но для этого рынок должен прийти сюда, да, скажем, сформировать, возможно, симметричное движение. Опять мы к этому возвращаемся, да. И затем подтвердить эту зону. Вот что есть подтвержденный уровень? Одна точка касания слева, потом рынок пришел, протестировал, отскочил, потом снова вернулся. И вот тогда на 3-м касании, вот здесь я могу рассматривать сигналы на buy. Не здесь ни в коем случае, потому что это крайне малоэффективно, когда рынок тестирует точку или зону, где всего лишь один раз он до этого был. Я не беру туда в историю далеко, мы берем свежий уровень. Чем они свежее, тем лучше. Это одно из главных правил торговли от уровня. Свежий уровень, и чем он свежее, тем лучше. Поэтому ABCD паттерны, это все супер, это круто. Да, там, если равнозначное движение, вроде мы видим точку входа, вроде это совпадает с уровнем. Но ключевой вопрос, что есть сильный уровень? Сильный уровень — это 2 точки касания, и на 3-м касании только сигнал. То есть, если я хочу здесь купить, должен отскочить, прийти и потом сигнал. Ставьте лайк, если вам полезно, подключайтесь к телеграм-каналу, и до встречи в новых тренингах. Все, пока.